Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как быть, если у клиента влажные руки? Гипергидроз. Как определить такую кожу, как с ней правильно работать? В видео поделюсь некоторыми секретами, которые вам несомненно помогут. Поехали! Посмотрим на руки моей модели. Множественные заусенцы. Как понять, что кожа влажная? Когда вы берете руки, вы сразу это чувствуете. Они прохладные и немного влажные. Для такого типа кожи свойственно наличие многих заусенцев, а если еще клиент их ковыряет, то их становится куда больше. Местами у нас есть даже ранения. При таком типе кутикулы мы можем выполнять классический маникюр или комбинированный. Аппаратный маникюр вряд ли справится хорошо, потому что такая влажная кожа будет махриться и не зашлифовываться. Приподнимем кутикулу апельсиновой палочкой. Вижу над кутикулой красную зону. Это говорит о том, что близко расположены капилляры и нужно работать крайне аккуратно. Смотрю за реакцией моей модели. На безымянном стелящаяся кутикула. Ставлю апельсиновую палочку, толкаю и жду несколько секунд, пока она отодвинется. Если использовать металлический пушер, большая вероятность такую кожу случайно поранить. Перед маникюром зашлифуем поверхность ногтевой пластины. Для этого буду использовать жесткий баф. Он позволит уже убрать часть птериги, и нам придется меньше работать аппаратом. Использую баф, а не пилку, для того, чтобы не поранить кутикулу. Есть несколько лайфхаков при работе с такой кутикулой. И, конечно же, самый главный – это использование специально дегидратирующей присыпки. В моем случае такая, насыпаем небольшое количество и убираем излишки. Если у вас нет специальной присыпки, вы можете использовать детскую. Только важно посмотреть, какая будет носибельность. Многие детские присыпки содержат увлажняющие компоненты, которые будут способствовать отслоению гель-лака. Следующий лайфхак. Во время работы включите настольную вытяжку. Благодаря воздуху руки будут подсыхать и не будут столь влажными. Для такого типа кутикулы выбрала насадку с красной насечкой. Она подходит для влажной, для чувствительной кожи. Если использовать синюю, увеличивается вероятность поранить клиента. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Во время работы всегда смахиваю пыль щеткой для того, чтобы понимать, где пыль, где присыпка, а где птеригий, чтобы не перепиливать лишнего. Ситуация усугубляется тем, что из-за влажной кожи появляются мелкие заусенцы, и далее моя модель их начинает ковырять, и они превращаются в большие. После того, как обработали все левые стороны, переключаем направление вращения и обрабатываем правые по такому же принципу. Боковые валики совсем слегка шлифую. После среза выполним дополнительную шлифовку. Для среза кутикулы использую ножницы. Стараемся убрать то, что торчит, а там, где кутикула наиболее красная, срезаем совсем немного. Поворачиваю палец навстречу срезу и продолжаем. Сейчас результат не столь чистый, как хотелось бы. Остались заусенцы. Мы их можем удалить при помощи ножниц, но нам придется поменять захват на такой. И средней частью полотна прожимаю кожу, срезаем. Для среза крупных заусенец можно использовать кусачки. Полотном приподнимаем заусенец и состригаем его под самый корешок. На этом этапе важно не увлечься и не срезать лишнего. Если убрать больше, чем положено, то буквально через несколько дней кутикула начнет регенерироваться и еще сильнее нарастет. Безымянный палец более чувствительный, потому что кутикула стелющаяся, а значит успела сильнее прорасти капиллярами. Оставляю так, как есть, переворачиваю ножницы и срезаю верхнюю ее часть. Когда срезаю крупные заусенцы, движение делаю на себя. На большом тут очень сухая кожа, огрубелая, крупные заусенчики, все убираем и шлифуем. Также можно использовать для шлифовки баф и совершать движение на себя по рисунку кожи. Такой бафик рекомендую модели в домашнее применение, чтобы самостоятельно, без аппарата, убрать заусенцы. А также можно использовать абразивы для пилочного маникюра.
Результат по-прежнему не супер чистый, и все-таки нужно избавиться от мелких заусенец, поэтому мы зашлифовываем их при помощи насадки шар с красной насечкой. Если к этому времени кожа уже увлажнилась и нету такого эффекта от присыпки, как до этого, можно снова ее добавить. В положении форвард совершаю движение справа налево, а также слева направо, не задерживаясь на одном месте. Скорость 5-7 тысяч оборотов. Важно не давить, потому что с легкостью можно поранить такой тип кутикулы. Выполнили маникюр, теперь придаем форму свободному краю. Сделаем мягкий квадрат. На многих ноготках не хватает углов, мы их достроим гелем. Теперь тщательно обезжириваем, убираем всю присыпку и подготавливаем ногти к покрытию. Важный этап при подготовке ногтевой пластины – это удаление влаги. Обязательно используйте дегидратор, его можно наносить до 3 раз, в том числе на кожу. Затем наносим бескислотный праймер. Если руки настолько сильно влажные, что капельки воды капают с них, используйте кислотный праймер. На нем, как правило, написано Acid. Он будет и гидрировать ногтевую пластину, и улучшать сцепку. Наносите его крайне аккуратно, избегая контакта с кожей. Подождали несколько секунд, пока праймер испарится, и наносим тонко базовое покрытие. Для достраивания уголков использую гель-желе. Тонкой кистью по воздуху быстро вытягиваю отсутствующие углы. Так получается быстрее, чем использовать акригель. Подсушиваю портативной лампой, чтобы материал не успел оттечь, пока модель несет руку в лампу. На окончательную полимеризацию отправляю в лампу на 1 минуту. Теперь снимаем липкий слой и придаем ногтям четкости. Архитектура натуральных ногтей в моей модели хорошая, поэтому не требуется объемное выравнивание. Использую камуфлирующую молочную базу более жидкой консистенции, чтобы не прибавлять объема. Поверхность основных ногтей хорошая, равномерная, а на большом есть впадины. Они обусловлены тем, что модель постоянно ковыряет боковые валики и ногти растут деформированные. Тут потребуется больше объема материала, чтобы убрать неровности. Если в базе есть пузырьки, можете лопнуть апельсиновой палочкой или тонкой кистью, либо полностью вывести их из материала. Так будет смотреться более эстетично. Выполним дизайн. Для этого буду использовать гель-краску. Без липкого слоя сняла специальную перчатку, окуная пальчик. Делаю несколько отпечатков на палитре, а затем переношу на ноготь. По-моему, очень просто, интересно и креативно. Отправляем на просушку. Дополним это слайдер-дизайном и наклейкой. А на второй руке у нас будет слайдер-дизайн. Выбираем нужный нам рисунок, вырезаем и кладем на влажную салфетку. При помощи штампа переношу рисунок на ноготь. Разглаживаем все неровности и перекроем матовым топом. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Остальные ногти у нас будут покрыты черным гель-лаком и глянцевым топом. Перед покрытием отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, чтобы ее приподнять, чтобы материал лег под кутикулу. А также рекомендую снять липкий слой с базы, чтобы цвет не затекал. Сначала тонко прокрашиваем весь периметр, раскрываем кисть, чтобы уголком прорисовать под кутикулой, а затем добавляем гель-лак для насыщенности. Второй слой делаю сразу на 2 ногтя. Топ наношу в средний слой, чтобы поверхность была ровной.
Переворачиваем палец на 10 секунд, чтобы поверхность разровнялась. И отправляем на просушку в лампу. Для большей четкости подпиливаем торцы. С внутренней стороны из-за достраивания уголков у нас появились некоторые ступеньки, их можно выпилить при помощи тонкой твердосплавной фрезы. Чтобы заусенцы не появлялись вновь, кожа была гладкой, сделаем полировку, наносим небольшое количество масла, растираем его и теперь по маслу выполняем шлифовку с силиконово-карбидной насадкой. Устанавливаю положение реверс 5-7 тысяч оборотов. Понравилось преображение и фишки, которыми я поделилась? Поставьте пальчик вверх. Смотрите другое видео, как обработать стелющуюся, самую сложную кутикулу. Ну а я желаю всем успеха в работе. Счастливо! Пока-пока!